Для начала, наверное, представлюсь. Всем привет, меня зовут Карина, я работаю в HaloLab уже полгода, и сегодня мы обсудим такую тему, как дизайн-паттерны в мобильных приложениях. Паттерны будут следующие. Это списки, карточки, пермишины, поиск, сплэш-скрины и также онбординг. Чтобы понять, следует ли использовать списки в каком-то конкретном моменте, нужно задаться следующими вопросами. Нужно ли пользователю видеть все выданные ему результаты? Если вы отвечаете на этот вопрос «да», то в таком случае следует использовать список. Рассмотрим на примере. Это пример приложения Cast. Вы видите, что на скриншоте мы ввели в поиск одно слово ключевое, и по нему приложение нам выдало определенное количество результатов. Но по одному слову приложение не может знать наверняка, что мы ищем. Максимум, что приложение может нам представить, это выдать самые популярные запросы на верх этого списка. Но не факт, что даже эти популярные запросы окажутся нам подходящими. Поэтому самый быстрый и верный способ — это дать пользователю пролистать, точнее проскроллить и просканировать все возможные результаты за наименьшее количество времени. Следующий вопрос, который стоит задать себе перед тем, как использовать списки, это ожидается ли то, что юзер будет сканировать больше 10 записей каждый раз, когда использует ваше приложение. В этом примере мы видим почту. Все мы в курсе, как легко получить 350 непонятных писем с момента последнего использования этого приложения. И в данном списке, в данном случае отображение всего в виде списка позволяет пользователю быстро просканировать все, отбросить то, что ему неинтересно, и открыть, найти то самое письмо, прочитать его, не потратив на это больше, чем пару минут. Следующее, что мы рассмотрим, это карточки. Карточки лучше всего подходят в тех случаях, когда пользователю, первое, это нужно показать больше контента и действий, которые он может совершить, а также привлечь его внимание. И второе, это когда мы показываем пользователю что-то новое, и визуал поможет ему быстрее понять, то ли это, что пользователь, собственно, ищет. Чтобы понять, следует ли использовать карточки в каких-то конкретных случаях, также следует задаться некоторыми вопросами. Один из которых — это есть ли более 2 действий, которые пользователь хотел бы быстро выполнить с компонентом после его беглого сканирования. На этом примере у нас Reddit, где мы можем голосовать, либо же убирать голос, переходить к комментариям прямо из карточки, то есть делать все, что обычно ожидается от пользователя, когда он смотрит на содержание этой карточки. Следующий пример — это Instagram, с ним примерно та же история, все мы пользуемся ним, все мы знаем, где большая часть того, что пользователь может сделать, то есть оценить Instagram пост, прочитать его описание, переслать и так далее, он может сделать сразу, не погружаясь глубже в этот компонент. Следующий вопрос — это важно ли визуальное воздействие компонента. Этот вопрос, в принципе, можно применить и к предыдущему примеру, к Инстаграму, потому что здесь также важно визуальное воздействие, это, наверное, самый ключевой момент Инстаграм-приложения. На этом примере у нас же App Store, где в данном разделе самое главное — это также визуальное взаимодействие с пользователем, то есть создание чего-то привлекательного для него, с чем он будет взаимодействовать, а не переваривание большого количества информации, как, допустим, в другом разделе, где находится поиск приложений. И под конец сейчас рассмотрим карточки и списки в рамках одного приложения, такого как YouTube.
Слева мы видим главную страницу YouTube, где видео у нас представлены в карточках, а справа мы видим уже другую табу, это табу Library, где мы видим историю наших просмотров. Почему же в одной табе используются карточки, а в другой табе используются списки? Потому что на главной странице, как мы уже обсудили, важно визуальное воздействие на пользователей. Когда пользователь ищет что-то новое для себя, то есть какое-то видео, в первую очередь он обращает внимание на визуальную составляющую этой карточки. И, соответственно, когда он смотрит на обложку, он может предугадать, что потенциально будет внутри этого видео, и уже решить для себя, стоит ли открывать это видео и тратить на него время. Что касается табы Library, здесь у нас находится история просмотра, и пользователь, заходя в эту табу, в большинстве случаев рассчитывает найти какое-то видео, которое он смотрел там месяц назад, может быть, полгода назад и так далее. Вот. Соответственно, в данной табе подавать все в виде списка — это очень такое полезное решение. Следующий паттерн — это горизонтальные списки. Горизонтальные списки — это набор карточек, которые, собственно, листаются горизонтально. Они используются в тех случаях, когда нам нужно разделить однородный контент на разные категории. Как, допустим, в примере с Netflix, это где у нас карточки такие с фильмами делятся на категорию «продолжить смотреть» или «в тренде» и так далее. Также горизонтальные списки используются в Google Play, и нужно обязательно помнить о следующих вещах. Первое — это не забывать использовать кнопку See All. Второе — это не использовать много карточек в горизонтальном списке. Обычно их оптимальное количество — это штук 10. Ну и, конечно же, не забывайте вставлять визуальный индикатор того, что этот список, собственно, листается. Мы об этом помним, но вспомнить лишний раз не помешает. Следующий паттерн — это пермишины, такая интересная штука на самом деле. Я думаю, всем будет полезно это послушать лишний раз. Пермишины — это всплывающие окна, которые спрашивают разрешение на доступ к чему-либо. Это может быть ваша локация, ваши контакты, ваша фотопленка, ваша камера и так далее. Запросы разрешений должны быть простыми, прозрачными и понятными для пользователя. А также они должны запрашиваться в какой-то определенный момент. Также важно помнить, что пермишины, которые, по мнению пользователей, имеют отношение к функциям приложения, с большей вероятностью будут предоставлены. Казалось бы, это такая очевидная истина, но на самом деле очень многие приложения на сегодняшний день, вот чисто даже по своему опыту, не пользуются этим простым базовым правилом, потому что иногда ты скачиваешь приложение, только в него заходишь, у тебя выскакивает 1500 пермишенов, дайте мне доступ на контакты, дайте мне доступ к локациям, дайте мне доступ к галерее, и ты такой, что, типа, зачем оно мне нужно? Точнее, зачем приложению это нужно? И пользователь часто не понимает, зачем же он дает то или иное разрешение. Соответственно, нужно понять, в какой же момент использовать эти пермишены и предоставлять их пользователю. У нас есть такая вот система координат от Material Design, которая этот вопрос поможет нам закрыть. В ней расположены пермишены от второстепенных до критически важных, от непонятных пользователю до понятных пользователю. Соответственно, давайте приведем пример. Допустим, приложение по редактированию фотографий. Мы его скачали, и тут к нам приходит permission, дайте доступ к своей галерее или к фотокамере, или одновременно и туда, и туда. Какой это permission? Как вы думаете, это критически важный permission или второстепенный, его можно запросить чуть попозже и не тревожить пользователя? Можете написать в комментариях. Я
прочитаю. Надеюсь, у меня загрузится. Это важный permission, но можно спросить чуть попозже, когда пользователь будет добавлять фотки. Да, все верно, но в принципе ты абсолютно права, да, это критически важный permission, потому что этот permission выполняет позволяет приложению с редактированием фотографий выполнять свою базовую основную функцию, и без этого разрешения приложение элементарно не сможет функционировать. Поэтому, в принципе, да, тут его нужно спрашивать либо сразу же, либо чуть-чуть попозже, когда пользователь начнет загружать эти фотографии. Все верно. Что же касается допустим, то же самое приложение требует у нас разрешения на отправку уведомлений. Это уже второстепенный permission, и в принципе тоже понятный для пользователя, поэтому его можно спрашивать просто в контексте, но тоже не пихать его в самом начале, после того, как пользователь только зайдет в это приложение, потому что если на него пойдет 1000 этих пермишенов, пользователи обычно теряются, не понимают, зачем им нужно разрешение на то или на другое, как я уже перед этим прокомментировала. Дальше рассмотрим такой прикольный пример, как Monobank. Monobank, прежде чем запросить доступ к фото, он показывает такой вот кастомный поп-апчик, в котором просит дать этот доступ. То есть такой permission на permission. У него есть опция разрешить или позже. И только после того, как пользователь нажимает разрешить, то есть вот эту кнопочку на кастомном поп-апе, только после этого ему на экране всплывает нативный алерт. И это тоже может быть очень таким прикольным решением во многих случаях. Может быть, у кого-то тоже есть догадки какие-то. Тоже подожду минутку, чтобы вы успели написать, если у вас есть какие-то предположения насчет этого. Почему это прикольно? Почему же это может быть прикольным решением и почему его можно использовать? Потому что если бы нам изначально выскочил нативный алерт, и мы бы нажали «Не давать доступ» к камере, то в следующий раз этот алерт с разрешением у нас уже не появится. Нам придется лезть в настройки и вручную давать доступ. То есть в следующий раз, когда мы захотим сфотографировать что-то в Monobank, поменять аватарку, да, допустим, как я вот делала на этом примере, у нас уже выскочит такой поп-ап, где будет линк на настройки, где мы уже вручную будем это исправлять. Вот. Поскольку у нас есть эта фишка с поп-апом перед нативным элементом, то если бы мы нажали на еще этом этапе позже, то нативный алерт, в принципе, бы не всплыл на экране, и мы бы, так сказать, не заблокировали доступ к нашей галерее, и в следующий раз у приложения была бы еще одна возможность в каком-то контексте спросить то же самое. То есть дать возможность всплыть этому алерту еще раз, чтобы пользователь лишний раз не лез в эти настройки и не перенастраивал все вручную. В некоторых приложениях это сделано удобно, там, где кнопка прям ведет на то приложение в настройках, а в некоторых приложениях кнопка ведет просто на настройки. И пользователь должен сам искать это приложение. Я не знаю, как ваши родители, как вообще старшее поколение, им просто не захотелось бы этим заниматься, они бы сказали: да ладно, я буду без фотографий. Вот и все. Соответственно, это решение в данном случае очень такое прикольное и удачное. Также стоит помнить о том, что отклоненные разрешения должны предоставлять обратную связь и варианты. То есть то, что я уже только что сказала, это если пользователь все-таки нажал на алерте Don't Allow, то есть не разрешать доступ к моей камере, вот, допустим, как на примере с Pinterest. Я нажала «Не разрешить», и в следующий раз, когда я захотела что-то сфотографировать, у меня вылезло подобное окошко, где они просят дать доступ. И вот с Pinterest все как раз-таки удобно. Тут есть кнопка, которая ведет непосредственно на сам Pinterest в настройках, а не просто на настройки, как делают это некоторые. Поэтому это было очень удобно. И почему я поставила
эти окошки, решила показать это в презентации, потому что хотела напомнить о том, что не нужно забывать отрисовывать такие вот экраны. Следующий паттерн — это поиск. Нужно помнить о таких опциях поиска, как подсказки и автозаполнение. Это примеры подсказок в нативном приложении Mail на iPhone и автозаполнение. На втором примере это у нас Uber. Автозаполнение бывает в виде последних локаций, допустим, если это приложение такси или подобные ему, популярные запросы, либо недавние поисковые запросы. То, естественно, все зависит от вашего приложения. И чуть больше вариантов — это Spotify, который показывает нам динамичные результаты. Они меняются каждый раз, когда вы нажимаете на клавиатуру. То есть по дороге, пока вы ищете какую-то песню, вы можете найти еще что-нибудь для себя интересное. Тут тоже очень прикольная штука, потому что все мы в курсе, как это важно давать пользователю фидбэк и видеть, когда он видит результат мгновенный, то у него есть ощущение того, что он все делает правильно. Поэтому динамичные результаты, такой вид поиска — это очень хорошая штука, и я считаю, что стоит взять ее на заметку и не забывать о том, что она есть. Следующий пример — это то, что когда у вас тип поиска расширенный, то есть выведенный в отдельную табу, то стоит оптимизировать этот экран, где пользователи могут найти что-то полезное до того, как появятся результаты их поиска. Это примерно та же история. Тут мы тоже по дороге что-то можем найти. Тут может быть такие вещи, как популярные запросы, такие как категории или актуальные предложения на сегодня. Это все тоже зависит от тематики вашего приложения. Следующее — это альтернативный поиск. Это поиск, который осуществляется по фотографии. Допустим, слева у нас пример Эссоса, а справа у нас AliExpress. То есть мы открываем фотокамеру, я думаю, многие пользовались им. Открываете камеру, наводите на какой-то предмет, и оно находит вам подобные предметы, либо, может быть, даже то же самое, и так далее. Следующий паттерн — это фильтры. Что касается фильтров, то зачастую нативные паттерны не могут решить проблему, потому что фильтры зачастую кастомизируются под конкретную задачу и под конкретное приложение. Рассмотрим на примере Cider App. Они представили категорию Color в фильтрах в цветах вместо слов. Это, в принципе, достаточно такая распространенная штука, ее используют уже повсеместно, но нельзя не согласиться с тем, что это очень прикольная штука, прикольная идея, потому что помимо удобства, оно еще иногда разбавляет, вот как в данном случае, скучные фильтры чем-то ярким и красочным. И второй прикольный момент — это то, что они выводят фильтры в теги сверху, после того, как этот фильтр применен. Следующий пример — это Airbnb. Airbnb акцентирует внимание в своих фильтрах именно на цене, поскольку цена играет одну из ключевых ролей для пользователей при бронировании. Соответственно, она выделена, точнее, располагается в самом верху, она достаточно акцентна, и пользователь обратит на нее внимание в первую очередь, когда начнет применять эти самые фильтры. Следующий пример — это Aviasales. Они интегрировали фильтры в ленту поиска отелей, и это вообще супер такая интересная штука, необычная, потому что когда вы ищете какие-то варианты для размещения, то при скролле у вас вылетают такие вот фильтры. Это такое нестандартное и очень прикольное решение. После того, как вы примените этот фильтр, допустим, как прайс, либо дистанция к центру города, следующие варианты у вас будут уже показываться адаптированные, точнее, отфильтрованные. Вот, это тоже такая очень необычная вещь, на которой я
хотела упомянуть. А следующий паттерн — это splash screen. Это экран, который отображается при открытии приложения на мобильном устройстве. Они бывают следующих типов. Это экран с логотипами, и когда экран загрузки имитирует первый экран вашего приложения. То есть такой скелетон загрузка. Это примеры нашей идеи и Uber. Это сплэш-скрины с брендированием. Мне еще добавили такую анимацию классную, которая очень запоминается пользователям. Мне, допустим, лично очень нравится, что в первом случае, что во втором. Следующий пример — это пример скелетон загрузки. Это Shazam и YouTube. Также важно отметить, что не следует этими экранами пренебрегать, когда отрисовываете дизайн, потому что сплэш-экраны очень полезны для укрепления идентичности и бренда. И последний на сегодня паттерн — это онбординг. Онбординг знакомит юзера с вашим приложением, это мы все знаем. Он может рассказывать о преимуществах приложения, либо обучать пользователю чему-то новому, то есть как пользоваться этим приложением. И также следует не забывать, что онбординг, как первое свидание, бывает только один раз, поэтому на этом этапе следует проявить тоже максимально хорошее впечатление на пользователя, и этим также не следует пренебрегать. Нужно упомянуть о том, что пользователь обычно уже в курсе, о чем ваше приложение на моменте онбординга, потому что перед этим он, вероятнее всего, заходил в Google Play или в App Store, и на скриншотах в превьюшках он уже прочитал, увидел, что это такое. Даже если он скачал это приложение по чему-то совету, то, вероятнее всего, ему уже рассказали и сообщили о том, о чем это приложение. Соответственно, пихать в онбординг то же самое, что и в превьюшках, это очень плохая идея. На этом примере приложения мы видим, что они используют интерактивный онбординг, что круто вовлекает юзера в сам процесс. То есть, когда юзер проходит этот онбординг, он параллельно заполняет там, как меня зовут, и остальные все данные. И на втором скриншоте, это такая тоже прикольная штука, они интегрировали permission прямо в онбординг. Почему они это сделали? Потому что они у нас тут спрашивают, не хотите ли вы, чтобы я вам отправлял уведомления? Это приложение о мотивации, как-то так, я на самом деле ним не пользовалась, но общий контекст вам понятен. И отправка уведомлений — это одно из самых важных его функций. Соответственно, это вполне хорошая история, когда мы внедряем этот permission в такой еще игровой форме в онбординг. И чуточку больше примеров. Это приложение Checklist. Они используют онбординг уже с инструкцией и помогают пользователю понять, как их приложение работает. Что тоже очень крутая идея. Этим тоже нужно пользоваться, не забывать о таких штуках, вместо того, чтобы делать скучные онбординги. И напоследок хотела бы сделать пару заметочек про онбординг. Это помните, что нужно акцентировать внимание на новых и нестандартных элементах. Нужно быть краткими и ненавязчивыми, и не забывать давать возможность пользователю этот онбординг пропустить, чтобы не тратить на него время, если, допустим, он скачал это приложение второй раз, если все-таки это случилось. Я думаю, на этом будем заканчивать. Я надеюсь, вы смогли для себя взять что-то интересное с этой презентации. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы или дополнительные комментарии, буду рада их прочитать, ответить на них. Хочу поблагодарить вас еще раз за то, что уделили внимание и послушали мою презентацию. Всем пока, ребята!